Сегодня я приготовила для вас отличный, очень простой в приготовлении омолаживающий рецепт с пантенолом. Вместо пантенола вы также можете взять декспантенол. Помимо декспантенола нам понадобятся витамины А и Е в жидком виде. Можно просто приобрести капсулы Аевит. К небольшой порции декспантенола, примерно пол чайной ложки, я добавляю по 2-3 капли жидкого витамина А и Е. Все перемешиваю. Такую смесь можно использовать как на все лицо в качестве питательного крема, но это исключительно при сухой и чувствительной коже. Если ваша кожа лица жирная или комбинированная, такой обогащенный питательный крем можно применять в качестве маски для лица один раз в 10 дней. Наносим средство на все лицо, оставляем для впитывания от 20 минут до получаса. Потом излишки убираем салфеткой и ложимся спать. Смывать крем с лица не надо. Я также приспособилась применять этот обогащенный крем для области под глазами. Небольшое количество такого крема аккуратными, похлопывающими движениями я вбиваю в область морщин под глазами за 2 часа до сна. А перед сном просто промакиваю излишки бумажной салфеткой. Провожу я такие омолаживающие маски для области вокруг глаз от 1 до 3 раз в неделю, когда как получается. Уже через пару-тройку процедур кожа вокруг глаз заметно улучшается, становится более плотной, напитанной, морщины визуально менее заметны. Сегодня я вместе с вами приготовлю необычную крем-маску для лица. Для маски нам потребуется пантенол или его аналоги, депантенол, декспантенол или бипантен и камфорное масло. В половине чайной ложки пантенола мы добавляем буквально 1 каплю камфорного масла. Все тщательно перемешиваем. Наносим эту смесь на очищенную кожу лица, шею и область декольте вместо ночного крема. Через полчаса можно промокнуть остатки смеси на лице бумажной салфеткой. Смывать такую крем-маску с лица не нужно. Эта смесь восстанавливает кожу, подтягивает, разглаживает морщины, запускает процесс регенерации кожи, стимулирует обновление клеток, борется с прыщами, сужает расширенные поры, выравнивает тон, делает кожу лица более свежей и однородной. Проводим такие маски курсом из 10 процедур. Делаем их через день по вечерам, часа за 2 до сна. Сегодня я поделюсь с вами рецептом потрясающей маски на основе пантенола для быстрой регенерации поврежденной кожи лица. Нам для этой маски потребуется пантенол или декспантенол, как у меня, или бипантен, овсяная мука. Вы также можете просто измельчить овсяные хлопья в кофемолке. И любое растительное масло, которое подходит вам по типу кожи. Это может быть оливковое, миндальное или персиковое, к примеру. К 1 чайной ложке овсяной муки мы добавляем немного мази, полоску размером примерно 1–1,5 см. И 1 чайную ложку выбранного вами масла. Я добавлю, как обычно, мое любимое миндальное. Все тщательно смешиваем. Наносим маску на тщательно очищенную кожу лица, оставляем для воздействия на 30 минут. Потом смываем. Проводим такие маски 2–3 раза в неделю, пока кожа лица не будет полностью восстановлена. Сегодня мы приготовим очень эффективную домашнюю омолаживающую маску. Она помогает справиться с глубокими морщинами и заломами на коже лица, разглаживает носогубные складки, глубоко увлажняет кожу, придает ей упругость, плотность и эластичность. Для маски нам потребуется пантенол или его аналоги декспантенол, депантенол или бепантен. Второй и последний компонент нашей маски – это экстракт алоэ в ампулах. Покупаем его в аптеке, стоит средство недорого. К 1 чайной ложке пантенола мы добавляем содержимое 1 ампулы экстракта алоэ. Все тщательно перемешиваем. Наносим эту смесь на очищенную кожу лица. Также можно нанести эту омолаживающую маску на область под глазами. Оставляем для воздействия на 20 минут. Через 20 минут смываем маску комфортной водой, а при сухой и нормальной коже лица можно просто снять остатки маски бумажной салфеткой. Наносить свой ухаживающий вечерний крем после такой маски не обязательно.
Проводите такие маски курсом 2 раза в неделю. А для более интенсивного восстановления кожи можно проводить такие маски через день. А вы знали, что с помощью пантенола или его аналога декспантенола можно улучшить тон кожи, убрать прыщи и воспаления, подтянуть овал лица и избавиться от морщин? Действительно, это недорогое, многим хорошо знакомое средство может нам в этом помочь. Пантенол или декспантенол обладает потрясающим лифтинг-эффектом, является одним из наиболее результативных восстанавливающих средств, особенно при сильно пересушенной коже с появлением первых признаков старения. Я поделюсь с вами 2 вариантами применения. Первый способ максимально простой, но в то же время очень эффективный. Можно использовать это средство как сыворотку, нанося на очищенную кожу лица тончайшим слоем. Спустя некоторое время, когда средство впитается, можно наносить свой обычный вечерний уход. Проводить такие процедуры можно каждый вечер перед сном или через день в течение месяца, потом оценить результат и после перерыва при необходимости повторить такой омолаживающий курс. Для жирной и комбинированной кожи я бы посоветовала использовать декспантенол в виде маски для лица. К 1 чайной ложке средства мы добавим пол чайной ложки жидкого меда и несколько капель сока лимона. Все перемешаем. Нанесем на очищенную кожу лица, шеи, а при необходимости и зону декольте. Оставим для воздействия на 20-30 минут. Затем смоем маску водой комнатной температуры. Такая маска для лица придает коже мягкость и шелковистость, снимает сухость, делает кожу светлее, избавляет от покраснений, а при регулярном использовании уменьшает выраженность морщин, придает коже упругость, холеный и свежий вид. Делаем такие маски 2 раза в неделю в течение месяца. Но, как всегда, перед первым применением смеси обязательно проводим тест на аллергию на сгибе локтя. Знали ли вы про невероятные омолаживающие свойства всем известного пантенола или его аналога декспантенола? Как всегда, жду вас в комментариях. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Positive MM, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!